Всех приветствую, меня зовут Горбунова Кристина, я художник-педагог студии «Живопись маслом», город Санкт-Петербург. И сегодня мы с вами разберемся, что же такое нос и как его рисовать. Давайте сначала посмотрим на его академическое построение. У каждого человека, конечно же, нос свой. Естественно, чтобы написать похожий портрет, мы должны с вами изучить сначала натуру, как у человека выглядит нос. Но есть и стандарт, на который мы можем немножечко равняться при его нарисовании, при его построении. Сначала вообще можно разобрать нос как простой такой объемный предмет. Из чего он у нас будет состоять? Он будет состоять, конечно же, вот от переносицы у нас пойдет спинка носа, это такая прямая часть. Дальше у нас есть две боковинки и внизу нижняя часть. Вот, если посмотреть на этот рисунок, здесь как раз все достаточно просто и разбито на формы. То есть у нас есть вот эта вот переносица, от переносицы идет спинка прямая, дальше две боковых части и нижняя часть, которая у нас обычно находится в тени. Дальше мы можем уже прорабатывать, то есть сначала мы прорабатываем вот эту спинку носа, ищем форму, дальше прорабатываем кончик носа, обычно он у нас закруглен, прорабатываем, находим, как у нас расположены крылья носа, какие они у нас по ширине, дальше намечаем ноздри, и вот таким вот образом уже у нас вырисовывается форма. Дальше мы можем проработать светотенью, получше проработать крылья носа. И таким образом у нас с вами получится красивая форма. Главное это соблюсти объем, то есть у нас должна быть передняя часть носа, которая выделяется, которая вперед выходит, и боковые, которые у нас находятся в тени. Если посмотреть на нос в ракурсе 3/4, то, если вы помните, мы с вами всегда рисуем сначала ось. И вот как раз, когда она доходит до носа, вот она до переносицы доходит, в зависимости от ракурса она у нас начинает идти в другом направлении. Вот если здесь мы проведем ось, то она будет четко вертикальная, потому что это у нас ракурс такой, что ракурс у нас прямой. Здесь же 3/4 носик у нас уже идет под наклоном. И если провести ось, то это будет вот так. Дальше мы с вами намечаем, где у нас будет переносица, спинка и нижняя часть носика. Ну и дальше по схеме, то есть мы начинаем прорабатывать. Обычно кончик носа чуть-чуть выдается вперед, дальше нижнюю часть носика прорабатываем, смотрим, где у нас будут ноздри. Ну и уже здесь проработано хорошо светотенью. Мы же с вами, скорее всего, будем писать, поэтому нам очень важно его сначала просто нарисовать. Нарисовать характерные линии, нарисовать характерную форму. Обязательно смотрите на фотографию, с которой рисуете. И уже там методом визирования можно определить, какого размера кончик и вообще размер носика. А теперь на примере фотографий и рисунков рассмотрим, какие бывают носы, как они у нас расположены, как относительно оси идут и прочее. Ну вот давайте сначала по фотографии в анфас посмотрим, как у нас нос тут расположен, как мы его нарисуем, из каких частей он состоит и какие мы хорошо видим. Вот здесь вот, если от переносицы провести две прямые линии, чуть-чуть расширяются они здесь вот к низу, и здесь нарисовать еще одну линию перпендикулярно им, то мы как раз с вами сможем построить спинку носа. Дальше вот идут у нас вот эти вот боковые стороны, они у нас идут от переносицы тоже вниз. И внизу, смотрите, вот у нас нижняя часть носика, которая в тени находится. И если мы проведем вертикальные линии от уголков глаз, помните, в первом занятии мы с вами рассматривали пропорции, и в стандартном варианте у нас, если мы проведем вот такие вертикальные линии, то они как раз нам дают понять о ширине носа. Здесь же уже на конкретном варианте мы понимаем, что нос уже.
Поэтому мы не можем руководствоваться вот этими направлениями, и здесь уже придется самостоятельно изучать, самостоятельным методом визирования смотреть, какой нос. Но для его построения, чтобы он у нас был объемный, нам нужно будет с вами наметить, во-первых, ось, она идет четко посередине носа, потому что у нас ракурс такой. Дальше мы с вами симметрично от этой оси намечаем вот эту вот спинку носа. Причем сначала не прорабатываем кончик. Дальше мы с вами рисуем боковые части. Здесь мы их обе хорошо видим. И низ. И уже потом прорабатываем, добавляем крылья носа, добавляем ноздри, прорабатываем здесь вот спинку, потому что обычно она не прямая, все-таки есть там какие-то линии интересные. И уже кончик носа. Дальше давайте посмотрим на нос в ракурсе 3/4. Вот у нас здесь такой мужской нос, очень колоритный, очень интересный, фактурный такой. И чтобы его сделать объемным, во-первых, смотрите, у нас есть ось, которая идет вот посередине лица. Так как у нас ракурс 3/4, у нас эта ось, естественно, не посередине, она у нас в левую сторону уходит. Вот если бы мы рисовали сначала с вами вот как по правилам, то у нас бы эта ось шла вот так. После того, как мы начинаем прорабатывать лицо, у нас ось идет до переносицы, а дальше выходит на нос. Вот таким образом. Потом вниз и уже к губам. Так вот, как мы разобьем вот эту форму? Сначала мы рисуем с вами спинку точно так же, но спинка здесь уже будет немножечко искажена, то есть она у переносицы будет очень узкая, к кончику она у нас идет пошире. Дальше мы хорошо видим боковую сторону и хорошо видим вот эту вот нижнюю часть носика. Можно ее сначала вот таким образом наметить и уже потом начинаем прорабатывать. Если посмотреть вот здесь тоже на мужской нос, смотрите, какой он. Он немного крючковатый, еще из-за ракурса, что у нас голова вниз немного опущена. Мы не видим с вами нижнюю часть носика. Поэтому точно так же сначала рисуем ось, которая идет по носику. Ну и, соответственно, там мы уже внизу не видим, что у нас происходит. Поэтому сначала намечаем спинку, потом намечаем боковые. Здесь мы видим обе боковые части. И нарисуем еще вот эту вот линию носа внизу. Дальше также прорабатываем сначала крылья носа, потом хорошо прорабатываем спинку и кончик. Вообще носы бывают разные. Вот есть у нас нос курносый. Еще и такой ракурс, что немножечко девушка на нас смотрит свысока, поэтому мы видим хорошо нижнюю часть носика. И точно так же мы сначала бы рисовали с вами ось, выводили ее на носик и шли вниз. И здесь мы тоже хорошо видим спинку носика, и к нам развернулась боковая сторона. Вот таким вот образом мы с вами первое и намечаем, то есть боковую часть, спинку и нижнюю часть. Еще есть у нас такой вариант носа, это прямой нос, и у нас 3/4 тоже ракурс. И здесь очень хорошо видно и спинку носика, и боковую часть. Единственное, что вот нижняя часть немножечко сокращенная, она маленькая. Здесь точно так же. Сначала мы с вами намечаем ось, боковую часть и нижнюю часть, она здесь будет совсем узенькая. Вот сначала, когда вы решили нарисовать чей-нибудь портрет или написать, мы должны посмотреть хорошо на форму носа. Какая она, в каком ракурсе, как расположена, начертить ось, потом спинку носика, боковые части и нижнюю часть носика. А теперь я покажу, как нарисовать нос с фотографии, как его легко построить. Вот будем руководствоваться, естественно, осью, которую мы рисуем, когда начинаем строить портрет. Вот она идет через все лицо. Я, конечно, все лицо рисовать не буду, потому что сейчас будем нос строить. Вот мы уже нашли с вами, предположим,
где будут брови располагаться. Здесь у нас будет переносица и нос приблизительно вот такой вот длины, ну, допустим. Итак, с чего мы начинаем? Относительно оси наш нос должен быть симметричный. Вообще у девушки с фотографией нос небольшой, не очень широкий, но для того, чтобы все-таки показать вам, как построить, например, крылья носа, я его чуть-чуть увеличу. Для начала, где у нас переносица начинается, от линии бровей к ней идет у нас вот такая трапеция. Дальше мы рисуем спинку носа. Спинка носа, она расширяется у нас к кончику. Кончик можно нарисовать вот таким сразу округлым. Дальше намечаем боковые стороны носика. Они у нас вместе со спинкой тоже расширяются вниз. И дальше у нас идет нижняя часть носика. Вот она представляет собой вот такую форму. И дальше мы можем проработать носик. Начнем с того, что сделаем рядом с переносицей красивую линию. Дальше уточним спинку носика. Вот на фотографии здесь нет каких-то изгибов, здесь достаточно прямая спинка. И она широкая. Вот мы ведем к кончику носа. Кончик носа чуть-чуть заостренный. И теперь внизу нам нужно нарисовать ноздри. Еще, конечно, в зависимости и от ракурса мы видим ноздри и крылья носа по-разному. Ну вот здесь я вижу вот таким образом. Так, дальше у нас крылья носа. Так, относительно оси у нас с вами должно быть все симметрично. Вот, ось немного поправлю. Вот так мы с вами легко и просто выстраиваем нос. У нас с вами сразу будет поверхность, которая в тени, это боковая часть одна и вторая. Дальше у нас в тени нижняя часть носика, но при этом там есть небольшой рефлексик. Так, можно выделить получше крылья носа сверху и уточнить кончик. Вот таким вот образом мы с вами и выстраиваем нос. Если вы будете руководствоваться вот таким построением, то есть у вас есть спинка, боковые части, нижняя часть, которую сразу можно увести в тень, и будет сверху такая трапеция, то у вас получится очень объемный носик. Ну, надеюсь, что вы попробуете построить нос, взяв какую-то фотографию. Не забывайте про то, что у нас носик объемный, что ему нужно показать все его части. И удачи!